Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы с вами сделаем вот такие красивые цветочки с помощью большого дырокола на 3 дюйма. Для создания цветов нам понадобится иранский фоамиран 4 цветов: оливковый, белый, светло-розовый и розовый. Также нам понадобится отрезок фетра, картон и резиночки. Ну и, конечно же, самый главный наш инструмент — это большой дырокол. Я заказала его недавно на AliExpress. Он очень большой, это где-то 7,5 сантиметров на 7 сантиметров. В общем, вы сможете сделать заготовку сами. Для того, чтобы края вырубки были качественные, ровные, я всегда складываю фоамиран для вырубки вдвое. Это очень удобно. Таким образом, заготовка получается идеальная. Вот такие заготовки нам потребуются для изготовления двух цветочков. Для изготовления серединки нашего цветочка мы берем вот такую длинную заготовку. Ее хватит нам на 2 цветочка, и нарезаем вот так вот очень мелко ножницами быстро бахрому. Теперь нам надо доработать наши заготовки, которые мы сделали с помощью дырокола. Для этого я делаю надрезы примерно 1,5 сантиметра к центру нашей заготовки. Таким образом, цветочкам будет легче собираться, и лепестки будут иметь более натуральную форму. Поступаю так со всеми заготовками. Для тепловой обработки нам понадобится утюг. Выставляю его на максимум. И сейчас мы будем прогревать наши заготовки, чтобы они приняли нужную нам форму. Беру нашу заготовку с бахромой и аккуратненько ее прожариваю на утюге, таким образом, чтобы она слегка свернулась, и сами вот эти вот как бы иголочки, они истончились, стали более натуральными, более красивыми. Теперь займемся нашими заготовками для лепестков. Для этого я беру заготовку и прижимаю ее к утюгу. За этим нужно аккуратно следить, чтобы не перегреть заготовку, чтобы она лишнего не свернулась, но и чтобы загиб лепестков был достаточный, чтобы сформировать потом цветочек. Я аккуратно прогреваю нашу заготовку и затем придаю ей нужную мне форму, для того, чтобы потом она красиво смотрелась в нашем цветочке. Так я поступаю со всеми заготовками. Если я вижу, что лепесточек получается слишком пережаренным, так сказать, то я аккуратно его выправляю пальчиками. Для сборки нашего цветочка я буду использовать вот такую вот толстую проволоку. Я наношу немножко горячего клея на нашу заготовку с бахромой и прикладываю туда проволочку. Жду некоторое время и затем заворачиваю по клею. Тут нужно делать максимально аккуратно, чтобы все слои были на одном уровне. Тогда заготовка серединки будет смотреться очень красиво и гармонично. Вот такая серединка у нас получается, и теперь можно приступать к сборке цветочка. Я прокалываю проволокой в середине заготовки и приклеиваю ее к нашей серединке. Клей наношу так, как показано. И затем я собираю серединку так,
чтобы каждый последующий лепесток был над предыдущим. И самый последний лепесток я завожу точно так же под первый. Это очень важно, таким образом наша серединка цветочка будет смотреться гармонично и очень красиво. Чтобы наша серединка не разваливалась и выглядела более закрытой, я наношу еще немножко клея на края лепестков, чтобы они не открывались. Точно таким же образом я собираю все остальные наши заготовки на бутон. Вот такой красивый цветочек у нас получился. И в конце я достаю проволоку, чтобы потом закрепить наш цветочек на резинке. Теперь давайте сделаем шаблон из картона для чаши листика, который потребуется нам для нашего цветочка. Я кладу цветочек на картон, примерно обвожу его диаметр и уже от руки начинаю рисовать наш чашелистик. Рисую небольшой кружочек в центре, делаю риски. Делю его как бы на 5 частей. У нас будет 5 листочков на чашелистике. И затем просто от руки рисую эти 5 листочков. Вырезаем наш шаблон чашелистика. Вырезать можно тоже не идеально, точно так же, как и рисовать можно не идеально. Ведь в природе мы встречаем чашелистики совершенно разных форм и размеров. Точно так же делаем и мы. Теперь переводим наш рисунок нашего чашелистика с помощью зубочистки на фоамиран. Фоамиран я точно так же складываю вдвое, чтобы сократить время изготовления сразу 2 цветочков. На каждом листочке нашего чашелистика я делаю небольшие насечки, что позволит придать немножко натуральности. Затем я беру каждый чашелистик, складываю его и перетираю пальчиками, чтобы придать ему красивую натуральную форму. Наш чашелистик готов, и его можно приклеить к нашему красивому цветочку. Это придаст цветочку живой законченный вид. Теперь, когда цветочек готов, нам нужно закрепить его на резинке. Нам понадобится 2 кусочка фетра. Из одного мы вырежем кружочек, а другой нам понадобится для того, чтобы прикрепить резинку. Берем наш кружочек, складываем пополам и делаем 2 небольших надреза. На второй наш отрезочек фетра наносим клей и приклеиваем к нему резинку. Затем кончики продеваем в наши отверстия в кружочке и все хорошенько проклеиваем. Приклеиваем наш цветочек. Ну что ж, вот такая вот красота у нас получилась. Буду рада, если вам был полезен этот мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!